Михайлович, совсем ты одичал. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Всем привет! С вами канал Криптомиксер Михалыча. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И сегодня в рубрике «Полезное» разберем понятие «пылевая атака». У кого есть желание, в плейлисте может посмотреть все видео из рубрики «Полезное». Для хорошего восприятия включите субтитры. Пылевая атака относится к новому виду злонамеренных действий, когда хакеры и мошенники пытаются получить конфиденциальную информацию пользователей биткоин и криптовалюты, отправляя крошечные суммы монет на их личные кошельки. Многие криптоэксперты считают, что их анонимность хорошо защищена от попыток проникновения в их транзакции, но, к сожалению, это не так. На языке криптовалюты термин «пыль» относится к крошечному количеству монет или токенов, такому небольшому количеству, что люди склонны его игнорировать. На примере биткоина наименьшей единицей валюты является 1 сатоши, и мы можем назвать пару сотен сатош пылью. Другими словами, пыль – это крошечная транзакция или сумма, которую даже не стоит отправлять, потому что она намного меньше комиссии за транзакцию. На криптовалютных биржах пыль обозначает крошечное количество монет, которые застряли и не подлежат торговле. Большинство людей не обращают внимания на пыль в своем кошельке и редко беспокоятся о ее происхождении. До недавнего времени было совершенно нормально не обращать внимания на эти крошечные суммы на ваших кошельках, но с появлением пылевых атак следует насторожиться. Мошенники недавно поняли, что пользователи биткоин не обращают особого внимания на эти крошечные суммы, появляющиеся на их кошельках, поэтому они начали распространять пыль на большое количество адресов, отправляя им по несколько сатоши. Затем они начали отслеживать эти средства и все транзакции этих запыленных кошельков, что позволит им связать адреса и в конечном итоге определить компании или отдельных лиц, состоящих за этими адресами. Эти знания впоследствии могут быть использованы для создания целевых фишинговых атак или атак типа «Я знаю, кто вы, заплатите мне, и я не буду раскрывать вашу личность» на наивных жертв. Первоначально атаки с использованием пыли проводились с использованием биткоина, но они также происходят и с другими криптовалютами, которые работают поверх публичного и прозрачного блокчейна. В конце октября 2018 года разработчики биткоин-кошелька Samurai объявили, что некоторые из их пользователей подверглись атаке. Компания разослала твит, предупреждая своих пользователей и объясняя, как они могут защитить себя. Чтобы защитить своих пользователей от пылевых атак, теперь кошелек предлагает оповещение в режиме реального времени для отслеживания пыли, а также функцию «Не тратить», которая позволяет пользователям отмечать эти подозрительные средства и избегать их использования в будущих транзакциях. Если пыль в дальнейшем не распространяется, злоумышленники не могут установить связь, которая им необходима для анонимизации пользователя этого кошелька или владельца адреса. Кошелек Samurai уже имеет возможность автоматически сообщать о транзакции ниже лимита 546 сатоши, что обеспечивает определенный уровень защиты. Этот предел автоматически корректируется программным обеспечением в зависимости от текущих рыночных условий. Поскольку биткоин открыт и децентрализован, любой может создать кошелек и подключиться к сети, не предоставляя никакой личной информации. Хотя все биткоин-транзакции являются публичными и отслеживаемыми, не всегда легко определить личность, стоящую за каждым публичным адресом или транзакцией, а именно это и делает биткоин в некотором роде приватным, но не полностью. Одноранговые P2P транзакции, которые совершаются между двумя сторонами, с большей вероятностью останутся анонимными. Обратите внимание, что пользователи биткоин должны использовать каждый адрес кошелька только один раз, чтобы сохранить свою конфиденциальность. Однако большинство экспертов и криптовалютных трейдеров используют сторонние биржи, и в конечном итоге их личные кошельки будут связаны с их биржевыми кошельками и таким образом связаны с их личной информацией. Следовательно, если вы занимаетесь торговлей криптовалюты, важно выбрать надежную и безопасную биржу. Поэтому нужно иметь в виду, что в отличие от многих других, биткоин не является анонимной криптовалютой, в то время как биткоин-блокчейн почти невозможно взломать. Кошельки являются слабым звеном в этой цепочке криптовалют, поскольку пользователи не предоставляют свою личную информацию при создании учетной записи. Они не смогут доказать кражу, если какой-нибудь хакер получит доступ к их монетам, и даже если они смогут, это будет бесполезно.
На самом деле, попытка отследить кражу биткоина довольно бессмысленное занятие для жертвы этого преступления. Если вы держите биткоины в своем личном кошельке, доступ к которому есть только у вас, вы действуете как свой собственный банк, и вы ничего не сможете сделать, если потеряете ключи или у вас украдут монеты. Конфиденциальность приобретает все большую ценность с каждым днем, не только для тех, кому есть что скрывать, но и для всех нас. Это еще более ценно для трейдеров криптовалюты и инвесторов. Наряду с пылью и другими деанонимизирующими атаками, вам также следует остерегаться других угроз безопасности, которые очень быстро развиваются в криптовалютном пространстве, такие как криптоджекинг, ransomware и фишинг. Кроме того, вы должны рассмотреть возможность установки VPN на все ваши устройства вместе с надежным антивирусом. Кроме того, не забудьте зашифровать свои кошельки и хранить ключи в зашифрованных папках. Помните, что все охотятся за вашими деньгами. Спасибо, что были со мной. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал, а также присоединяйтесь в Telegram. Всего доброго, до новых встреч!